Добрый день, дорогие подписчики, зрители канала. Надо заливать мне блоки, которые я нарезал на стройке. А возможности замешать бетона нет по той причине, что в старом ролике у меня оказалась бракованная бетономешалка. Бетономешалка Эко 240, 1300 ватт, 240 литров. Такой большой нет смысла, но, короче, не важно. Это уже я говорил в ролике в прошлом. Такой большой смысла нет. Замешиваешь все равно только в половину. Так удобнее. Причина брака заключается в том, что вал оказался китайцы, точнее не китайцы, а китаец, который был токарем, протачивал этот вал, переточил мне этот вал. И теперь в нижней части подшипник садится неплотно и болтается. Из-за этого его очень быстро выламывает, подшипники вылетают достаточно быстро. Я все пытался, думал, нарушена соосность, там, искал причины, оказалась причина, случайно обнаружил, подшипник болтается. В общем, сейчас скидываю вал. И какой способ восстановления вала? Проконсультировавшись на работе с людьми, которые уже хоть как-то с этим сталкивался, оказывается, валы можно восстанавливать. Я думал, надо вытачивать новый под подшипник. Вырезать всю эту часть, вставлять заново, все заваривать. Да, это лучше всего было бы, но попробуем сначала восстановить. Либо я ее окончательно угроблю, этот вал, и буду перетачивать. Либо я все-таки его сумею восстановить. Смысл восстановления заключается в чем? Берем сварку и в той части, где болтается подшипник, делаем капельки, а потом чуть-чуть подшлифовываем. В надежде, что это поможет. Вот и все восстановление. Сейчас будем пробовать. Потому что без бетономешалки на даче, в частном доме, в строящемся доме никуда, вообще никуда. Пробегусь по бетономешалке. Сразу в первые же недели была усилена нога. Там пяточка была коротенькая, маленькая. Там, и она сразу падала. Просто взял, на уголок поставил ее, приварил 2 уголка, и все, сразу проблема с перекидыванием исчезла. И со временем разбило мне старое колесо. Заказывал у токаря диск шливкой, нарезал прорези и старый круг приварил к кругу, к этому. То есть это основные доработки, которые я по ней делал. От нагрузки, потому что когда под нагрузкой работаешь, куляешь ее, там металл троечка быстро очень зубчики эти выламывала. Что мы сейчас делаем? Скидываем саму грушу, и я сейчас заодно продемонстрирую, в чем причина, в чем проблема. Довольно поздно я допер до того, что с ней стало. Все оказалось значительно проще. Причина оказалась в этом валу. У него перепад в полмиллиметра. Получается, в верхней части подшипник стоит ровно, без движений совершенно. Вот он стоит, монолит, не пошевелить его. А в нижней части, то есть получается, токарь, протачивая этот вал, в верхней части оставил кромочку, потом нижнюю часть прошелся, чтобы было, видно, легче подшипник одевать. И в нижней части он забыл отвести резец. И вот смотрите, как она болтается. Огромный люфт. Из-за этого люфта у меня ломает подшипники за 2 недели. Их клинит, обоймы разрывает, сепаратор внутри. Что с этим делать? Попытаюсь восстановить эту площадочку, чтобы подшипник не болтался. Иначе работать просто невозможно. До того, как я понял, что с ней происходит, в чем причина, я думал, нарушена соосность. Я вырезал здесь, все разрезал, все заново выставлял, переваривал. Думаю, что с ней происходит? Все равно толку никакого не было. Все равно она у меня ломала эти подшипники. Но по итогу случайно, не помню, в какой-то момент я обнаружил причину. Ну, капелек я здесь наделал, конечно, от души. Теперь осталось разобраться с подшипником. Мне как-то знакомый спросил на работе, может ли заменить миксер бетономешалку. Мол, у него кто-то там купил, и такая классная вещь в ведре, там, в тазике, миксером замешал, все отлично. Но я согласен с тем, что миксер может замешать раствор. Но чтобы бетон замешал миксер, обычный ручной миксер, как дрель, но это такая чушь несусветная. Какую-то порцию небольшую, поверю, для мобильности, для того всего.
Но чтобы полноценный бетон замешать миксером, этим ручным, он руки повыворачивает. Ну что за ерунда такая? И он уже там в восхищении посмотрел, что да, классно, зачем там этот самый бетономешалка, лучше миксер купить. Ну, при объемах замешивания, не знаю, сколько там, ведра цемента, ну, наверное, да, для бетона не подходит. Раствор, песок и цемент. Здесь, да, без проблем, даже дрелью можно замешать. Но чтобы бетон со щебнем, особенно если фракция крупная, ну, такая же глупость. Так что, если кто раздумывает, покупать ли бетономешалку, конечно, покупайте. Миксером заколебетесь, руки повыворачиваете, держать это постоянно. А объемы какие? Ее же оставил, ее можно, она будет маслать и маслать. Раствор, бетон не становился, надо, чтобы он помешивался. Вот и все. Я оставлял ее и на полчаса оставлял. Ну, что она крутит и крутит, крутит и крутит. Тема, как мне кажется, все же рабочая по поводу восстановления валов. Это не машина, здесь не такие большие обороты. Главное, чтобы подшипник не болтался. Это самое главное. В принципе, он все уже стоит монолитно. Ну, там такой перепадик-то, я вам сейчас даже скажу. Сейчас возьму штангенциркуль, скажу, какой перепад. Насколько токарь всего лишь проворонил. В общем, по верху у меня 34,95. Подшипник 36, по-моему. Нет, 35. Подшипник, внутренний диаметр 35. По верхней части 85. 34,85. Так, потом, где он протачивал, уменьшал, 34,66 показывает. 34,60. 2 сотых. Вот такой всего лишь маленький перепадик, и такие большие проблемы сразу возникают. Чуть-чуть стер и сразу перестарался. Начинаем все заново. Ну, в общем, трогать я, наверное, больше не буду. Попробую уже одеть рабочий подшипник, как вы видите. Тут такая шливка и резец, и профессиональный токарный станок — это все-таки разные вещи. Невозможно снять шливкой 1/100. Там оставлю как есть, одену подшипник, посмотрю, что будет. Уже подшипник не болтается, уже хорошо. Рано радоваться не буду. Мало ли не поможет это, либо придется еще доделывать. Но пока что вот как есть. Имейте в виду, что это проточенный, переточенный вал — это не приговор. И даже в бытовых условиях можно восстановить его. Как говорится, голь на выдумку хитра. Я раньше покупал подшипники 6007 РС. Ну, там же, где я покупал бетономешалку, крафтовские подшипники. И довольно дорого за них просят. За дешевую фирму порядком просят. Потом думаю, а что? Обращаюсь все время к этим барыгам. И в автозапчасти зашел, говорю, 6007 подшипник. Да, без проблем. И по ценнику, если там они стоили, по-моему, по 12 рублей крафтовские, один подшипник, то вот эти по 6 рублей. Польские. GX Poland 6007 2 RS. Ну и все. Я думаю, как красота. Надо искать, а потом покупать. А не сразу покупать, а потом смотреть, где дешевле. Что-то мне не нравится все равно. Звук, может быть, чуть-чуть на миллиметр выше поднять. Ладно, подложим, посмотрим. И подшипник внутри, верхний подшипник, колебается на 1,5 миллиметра. Так, приподнял я. Подложил я одно колечко в 1,5 миллиметра толщиной. То есть у меня сейчас лежат здесь 3 кольца. 2 по 3,5 миллиметра и одно 1,5. Занятная ситуация получилась. Из-за поднятия груши миксера выше подшипник успокоился, перестал его колбасить внутри, но зато вот сейчас это аж не провернуть. Настолько плотно стал. То есть, получается, он завалился.
поиграться с этими подложками, уменьшив толщину, убрав 3,5 мм, может это как-то повлияет. Хотя последний вариант это насыпать сейчас сюда песка, посмотреть, как она под нагрузкой будет работать. Это последнее, что мне приходит в голову перед тем, как ее попилить на металл. На этом мое видео окончено, потому что, не знаю, вал, да, сумел я восстановить. Подшипник не болтается, это плюс. Спасло ли это ситуацию в том, что все равно какая-то соосность, но нарушена. Я, не честно сказать, я уже не понимаю, что с ней делать. Еще раз срезать, еще раз наваривать, опять же, к чему это все приведет. Уже просто раз это я делал и менял, сдвигал ось, что уже сомневаешься в том, что вообще это возможно. Так что, коллеги по работе моей, будьте внимательны. Кто вот покупает бетономешалку, берите с собой штангенциркуль. Либо вручную там легко определить. У кого подшипники находятся в раме, проверить на правильность проще всего. Скидываете, либо, ну вот берете нижнюю часть чаши, берете подшипник в двух точках. В верхней точке вала он должен стоять вообще, не болтаться ни на грамм. Оделся, все и стоит. Потом дальше должна быть свободная площадь. Они так делают, как сказал токарь. Дальше подшипник свободно должен деваться. И к концу, ближе уже к основанию, он опять должен стать монолитным, без движений. Если у вас иначе, все, разворачивайтесь, уходите. Потому что либо возвращайте, если есть возможность. Я поздно заметил этот брак. Через несколько лет, через 2 года. Просто менял подшипники, работал. Что и сейчас буду делать, то же самое. Буду менять подшипники и смотреть, что будет дальше. А также, если есть возможность у вас, как вот я видел, люди делают, кулибины, окружают профильной трубой и добавляют 2 ролика прокаточных, чтобы поддерживать, чтобы снять нагрузку с подшипников. Также тоже хорошая тема. Но это все надо делать. Или же искать вообще советскую бетономешалку, тяжелую, не мобильную, стационарную. Да, это мобильность, туда-сюда ее потягал, но, как вы видите, что в итоге получается. Эко 240.